Ты даже не представляешь, на какое дерьмо я наткнулся. Кажется, я разгадал самый главный мировой заговор. И мне нужно тебе это рассказать. Помнишь эти события? Разоблачение педолобби, голливудские насильники, похищение людей, религиозные заговоры. В какой-то момент я понял, все это не имеет смысла по отдельности. То, на что я наткнулся, ставит под сомнение вообще всю нашу текущую реальность. Но дело в том, что я не смогу тебе рассказать всю правду без цензуры, потому что они повсюду. Поэтому давай так, я буду приводить публично известные факты, параллельно рассказывая свое видение мира, а ты уже сам решай, что с этим делать. Чтобы ты смог понять, с чем мы вообще имеем дело, я проведу тебя по своему пути. Все началось с того, что я потянул за ниточку. Алина Рин. Имя, которое упоминается в файлах Эпштейна. Далее люди, которые публично называют ее великой стримершей. Я еду в Японию ради Алины Рин, блять. Алина Рин — это божественное существо. А Алина Рин — богиня, всевышнее существо. Алина Рин, она исключение. Она идеальна. Потом я начал просто думать, и начали всплывать разные имена. Арсен Маркарян, Поднебесный, Михаил Светов, Жириновский. Может, все эти имена не имеют смысла, а может быть, они все связаны. Пока ты не видишь прямых связей, и это нормально. Все-таки я тут в роли детектива, но уверяю тебя, дальше все станет очевиднее. Идем на уровень выше. Пи Диди. Его обвиняют в том, что он, пользуясь властью и деньгами, годами принуждал людей к сексу, насилию и участию в закрытых вечеринках. Майкл Джексона обвиняют в сексуальных домогательствах несовершеннолетним. Харви Вайнштейн обвинен в систематических сексуальных домогательствах, насилии и принуждению актрис через карьерное давление. И неожиданный персонаж Пирс Брук, одна из ключевых фигур криптоиндустрии. Работал исполнительным директором Bitcoin Foundation, сооснователь Tether и бывший кандидат в президенты США, а также является одним из соучредителей Digital Entertainment Network, главный основатель которой был осужден за сексуальное насилие над детьми. Имя Пирса упоминается более 1800 раз в рассекреченных документах Джеффри Эпштейна. Второй персонаж — Ларри Саммерс, крупный американский экономист, бывший министр финансов США, экс-президент Гарвардского университета и влиятельный эксперт в политике и финансах. Что он забыл здесь? Его имя появляется в файлах Эпштейна более 20 тысяч раз. Он вместе обсуждал личную жизнь, советовался, а также беседовал о женщинах. И все это было после обвинений в педофилии. Что же получается? Политики, разного рода медийные фигуры, имена, которые напрямую фигурируют в скандалах, ну или постоянно всплывают где-то рядом. Да и вообще, сама фигура Эпштейна. Даже не нужно уходить в детали. База про него известна всем. В интернете людей волнует только один вопрос. Почему не рассекречено все? А зачем вообще рассекречивать, если и так понятно, что он не одиночка? Посмотри с другой стороны. Что если Эпштейн не король, а просто менеджер или администратор, один из узлов глобальной сети? Думаю, теперь ты готов к дальнейшему разговору. Все это не современное явление. Еще в древнем Шумере элиты имели доступ к храмам, где практиковались ритуалы, которые простым людям были запрещены. Жрецы, власть, сексуальные культы – все это один и тот же социальный класс. В древнем Египте фараонов считали богами, а богам дозволено все. Инцест в правящих династиях – норма. Ритуальная сексуальность – да. В Римской империи элиты устраивали пиры, где после еды начинались оргии, а потом гладиаторские бои. Человеческая жизнь для них как контент. В средневековой Европе церковь публично проповедовала аскезу, хотя сама участвовала в бесконечных скандалах от продажи индульгенции до насилия над несовершеннолетними, которое вскрывается до сих пор. Восточные династии, гаремы, евнухи, дети как часть системы власти. И это повторяется в каждой эпохе. Как думаешь, почему? Может быть, дело в том, что во власть идут не самые гармоничные люди, чаще всего. Желание управлять, доминировать, контролировать – само по себе тревожный звоночек. Сначала человек хочет власти ради порядка, потом ради ощущения значимости, а после, потому что без этого он пустой. А в конце происходит простая психология. Когда у тебя есть все, дофамин больше не выделяется, и ты начинаешь искать новые стимулы, более жесткие, более табуированные. Так формируется естественный отбор элит. Случайные там не задерживаются. Остаются лишь те, кто может жить без тормозов. Один круг знакомых, родственники, кланы. И не надо удивляться, что власть и религия часто идут рука об руку. Ранние браки в некоторых культурах, исторические примеры насилия под прикрытием традиций. Священность оправдывает все. И это только начало. Ведь дальше мне открылись глубины безумия. Не хочу осуждать
людей у власти, но они сами выглядят уязвимыми, как будто ими кто-то тоже пользуется. Подумай, все эти практики, разврат, насилие, жестокость, грехопадение, с какой системой они чаще всего ассоциируются? Может, с сатанизмом? Подумай, как ты представляешь себе сатанистов? Кто бы мог быть им? Давай попробую угадать. Богатые люди, аристократы, закрытые клубы, хорошие костюмы. Странно, да? Мы с тобой сразу это понимаем. Но почему? Массовые жертвоприношения под видом болезни скота, войны, развязанные главами государств, теракты, взрывы, 9/11, вторжение в страны. Чувствуешь это? Появляется вопрос. Зачем? И я нашел ответ. Но предупреждаю, сейчас мы пересекаем черту, за которой таится нечто. Вернемся на несколько тысяч лет назад. Майя, шумеры. Жертвоприношение у них народная забава. Пленных вели на зиггураты, чтобы принести в жертву богам. Часто богу змею. А теперь представь, что если этот бог существовал? Драконы, летающие змеи, змей Горыныч. Один и тот же образ по всему миру. А что если это не существо, а технология? А что если древние люди не смогли понять, что это летающий корабль? Ученые до сих пор удивляются уровню развития астрономии, инженерии у майя и шумеров. Как ты думаешь, откуда у них эти знания? Давай вернемся к алтарям странной формы. А как насчет пирамид? Может быть, они выполняли какую-то функцию? Может, это антенна или что-то вроде? Для передачи чего-то. Я не эксперт в этих вопросах. Но давай просто допустим, в качестве гипотезы, что существует что-то. Будем называть это энергией. И эта энергия высвобождается при массовых страданиях и жертвоприношениях. Ну, может быть, еще при разврате какого-либо рода. После того, как мы допустим эту безумную мысль, весь хаос начинает выглядеть логично. Разговоры про окно Авертона, про нормализацию всего подряд, про разрушение табу. Хорошо, мы допустили существование энергии. Это объяснило многое. Но куда уходит эта энергия? Почему мы перестали летать на Луну? Что было с Аполлоном 11? Что на темной стороне Луны? Что в зоне 51? Нам неизвестно. Давай вернемся к тому, с чего начали. В наше время Алина Рин, файлы Эпштейна, контракты, которых нет у других, статус самой известной стримерши, Майзенберг Дэдпи. Один через юмор показывает священников-педофилов, другой высмеивает натуралов. Маркарян, ставящий под сомнение вообще норму, Поднебесный, рассказывающий про секс-энергию, обсуждающий возраст согласия и концепцию божественной герл, Светов, занимающийся рационализацией запрещенного, ну и Жириновский с сомнительными тусовками. Так, давай на этом остановимся. Многое мы пока еще не понимаем, но сейчас точно знаем, что мир устроен так. Чиновники – сатанисты. Сатанисты обслуживают интересы пришельцев. Пришельцам нужны наши страдания. И все это давно проникло даже на YouTube. Будь осторожен, они повсюду. Инопланетяне существуют на самом деле? Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в заперти. Как это называется? Зона 51. Подземных сооружений нет, если только нет какого-то грандиозного заговора, и это скрывают от президента Соединенных Штатов.